И еще раз продолжая шпаргалку о стилях. Итак, с конца XIX века художественное пространство в разных странах захлестнуло разнообразие новых и старых измов. Эпоха модернизма как отказ или противопоставление академическим школам началась с импрессионистов, а дальше были постимпрессионисты, а дальше уже и авангардные течения, фавизм, кубизм и его вариации, но тот же кубофутуризм, конструктивизм и его вариации, линеизм Родченко, например, экспрессионизм, дадаизм, тоже своего рода реакция на ужасы Первой мировой войны. Термин «дада» может означать что угодно. Двойное утверждение, детский лепет или хвост священной коровы. Ничего. Нечто бессмысленное, иррациональное, даже не эстетическое. Это была уже не живописная картина, но состоящая из разных элементов, какофония форм, как бы случайный коллаж из ничего. Ткань, бумага, фрагменты других изображений, газетные вырезки, шрифт, слова, часто без смысла, чтобы не попасть под цензуру. Фотомонтаж с пропагандистским уклоном. Хаос, как известно, претендующий на высшую форму порядка. Ну и абстракционизм, то есть полностью беспредметное искусство. Существовал абстрактный экспрессионизм с его хаотичными, негеометрическими, разновеликими, случайными элементами. Василий Кандинский и последователи Джексон Поллок, Марк Ротко, Франц Кляйн, Барнетт Ньюман, Джаспер Джонс частично. И параллельно существовала геометрическая абстракция. Пауль Клие, Роберт Делане, Пит Мондриан. Казимир Малевич, который, например, назвал свой абстракционизм супрематизмом. Супрема – наивысший. Вообще все эти пафосные названия с измами очень точно определяют не только понятное желание выделиться, но и стремление прыгнуть выше другого. Так Мондриан назвал свои геометрические абстракции неопластизмом, Роберт Делане – орфизмом, а Михаил Ларионов – лучизмом. Идею неопластизма Мондриан видел в ритмическом противопоставлении мужского и женского, вертикали и горизонтали, плюс 3 базовых цвета – красный, синий, желтый. Суть орфизма Делане представлялась как отражение музыки, допустим, божественной музыки Орфея, отсюда и термин. Ее отражение на холсте с помощью неких ритмических конструкций, состоящих из концентрических окружностей. Ну и свою философию лучизма Ларионов демонстрировал в формах, теряющих контуры, пронизанных световыми потоками, лучами, может даже такими, которые не видит глаз. Рентгеновские лучи, радиоактивное излучение. В противовес прочим авангардным течениям, которые в немалой степени под воздействием развивающихся кино и фотографии шарахнулись от реализма и ушли максимально далеко от объективного изображения действительности, была и другая линия, не совсем реализма, сюрреализм, например, можно перевести как надреализм или сверхреализм. Замечаете, все выше и выше, да? Но действительно, часто можно отметить вполне реалистические методы изображения, узнаваемые, убедительные, даже порой фотографически точные элементы окружающего мира, но собранные в нереальном, сломанном пространстве и времени, своего рода материализованное, зафиксированное, алогичное, как у дадаистов, алогичная фантазия, сон, который кажется реальностью. Только кажется до тех пор, пока ты там, внутри сна. Сальвадор Дали, Рене Магрит, Жоан Миро, вплоть до современных последователей. Кроме прочего, на стиль повлияло развитие психологии, труды Зигмунда Фрейда о ценности бессознательного, о сути творчества как сублимации энергии и потенций. В какой-то степени сюрреализм отвечал на вызовы времени в том смысле, что тоже несколько уходил в сторону от понятного сюжета, от убедительного изображения, от того, что могла предложить фотография. Во времена Сальвадора Дали собрать новую реальность из узнаваемых или непонятных объектов было вполне творческой задачей и убедить зрителя в реальности нереального.
Тоже своеобразные фокусы фотомонтажа, как у дадаистов, только в традиционных материалах – холст, масло. Сейчас это реализуется в диджитал-арте. Для современного сюрреалиста разработано множество инструментов и фильтров в графических редакторах. Написать после этого традиционную картину холст, масло можно, но уже не обязательно. Тем не менее, в том или ином виде неосюрреализм все еще популярен сегодня. Мистика, фантастика, фэнтези. Поп-арт. После Второй мировой войны в 1950-х в Западной Европе и США решили приземлить искусство до зрителя. Или это была ответная реакция на заигравшихся дадаистов, экспрессионистов, тем более абстрактных экспрессионистов, по мнению некоторых критиков, утерявших связь со зрителем, с реальностью и с истинным искусством. Вместо хаотичного, разнузданного, убийственно личного и депрессивного, узнаваемое, с четкими границами, в меру отстраненное, даже ироничное, громкое, эпатажное. Поскольку работам в стиле поп-арт пришлось конкурировать с серьезным пластом уже профессиональных на тот момент дизайнерских, коммерческих проектов, телевизионной рекламы, полиграфии, над этим, в частности, и иронизировали. Гамильтон, Лихтенштейн, Уорхол, ну а потом приземлились еще ниже. Кич, яркая милота, очень понятная всем. Созвучная с поп-артом, но принципиально другое течение второй половины XX века, оп-арт, оптическое искусство, представляет художников, чьи картины основаны на обмане зрения, оптических иллюзиях, каких-то замеченных ошибках, сбоях, специфических особенностях человеческого восприятия. Так, например, двухмерные картины имитируют движение, вызывая иррациональные зрительные эффекты. Еще один реализм – фотореализм. Термин впервые использовал американский галерист в 1968 году. И снова спор с фотографией. Только теперь вместо того, чтобы шарахаться в сторону, художники решили ее приручить. Приручить окончательно. Картины гладкие, с использованием фотореференса, с детализацией, как на фото, и часто со всеми прочими подобными эффектами или дефектами. Размытие, искажение объектива, блики и тому подобное. Мафию нельзя победить, но можно возглавить. Логично. Зрителя вынуждают остановиться и по-другому взглянуть на техницированное, уже привычное изображение, увидеть там красоту, как в традиционной картине. Поэтому еще и гиперреализм. Не просто фотография, исполненная руками, но огромное макрофото с детализацией, недоступной невооруженному глазу. На самом деле часто понятие фотореализм используют как общее, хотя термин гиперреализм ввел в обиход другой, на этот раз бельгийский галерист в 1973 году. Ну а сам реализм, хоть и заметно сдал позиции, не в плане качества, а скорее в плане массовости, никуда не исчез. Художники, использующие академические методы передачи объективной реальности, традиционные приемы строительства пространства и объема на двухмерной плоскости, называли себя с начала XX века по-разному. Натуралисты, неореалисты, неоакадемисты, приверженцы новой вещественности, новый фронт искусств, заявленный с 1932 года соцреализм в счастливой стране СССР, а позже и в странах соцлагеря, в Польше, ГДР или какой-нибудь Албании, на Кубе, были примеры во Франции и Испании, кстати. Такой реализм с монументально-героической стилистикой и со своей официальной повесткой, гуманистическое, социалистическое общество, успехи индустриализации, гражданин-труженик, светлое завтра. Термин соцреализм, вошедший в историю искусства, безболезненно трансформируется сегодня скорее в социалистический романтизм, который действительно предлагал зрителю некую утопическую, идеализированную действительность. А может и нет.